Близнецы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на март 2023 года. Сегодня моими компаньонами в работе будут Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Их я буду использовать в работе. Итак, давайте приступим и посмотрим, какой событийный ряд вас ожидает. Общие энергии. Что ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Надеюсь, арканы вам хорошо видны. Мы с вами приступаем. Итак, общая энергия месяца у вас 4 чаш. Здесь это не карта апатии, разочарования или хандры. Это, скорее всего, знаете, как карта обдумывания. Какой путь выбрать, каким образом действовать, во что приложить максимум сил и энергии. То есть это погружение в свои собственные мысли. Не могу назвать это даже переживаниями, нет. Это как вопросы планирования. У кого-то вопросы адаптации, потому что здесь 4 чаш. Посмотрите, все эти, назовем так образно, казан, они полны яствами. Так вот, не то чтобы вам этого мало, вы понимаете, что у вас есть какие-то ресурсы про запас, но вы понимаете, что нужно жить еще днем завтрашним, поэтому это мысли о будущем, о том, какие у вас будут ресурсы, заработки, какой будет уровень дохода, потому что вы понимаете, что то, что вы имеете, оно со временем, безусловно, может исчерпаться. Поскольку аркан многогранен и может говорить о ситуациях в любой сфере жизни, давайте мы с вами его уточним. Если смотреть по тройке чаш, у вас в первую очередь это идет ситуация эмоционального наполнения, насыщения, поэтому здесь все-таки хочется красок жизни, радости жизни, новых знакомств, социальных связей, общения. То есть, знаете, какой-то вот минутки, когда душа поет. Еще по этим картам, это актуально только для тех, кто состоит у нас в каких-то любовных адюльтерах, то есть такой момент обдумывания, а что в дальнейшем вам принесут эти взаимоотношения, а стоит ли в них оставаться, а будут ли они для вас продуктивными. То есть это попытки разобраться в себе и в своих чувствах. А в остальных аспектах это, знаете, как ситуация, когда сам утопающий себя спасает, потому что по этим арканам это находить отраду в общении с друзьями, с близкими, в хобби, в социальном каком-то взаимодействии с людьми. Вы понимаете, что нужно будет самого себя или саму себя клещами доставать из каких-то депрессивных состояний. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится 10 пентаклей. На самом деле прекрасный аркан, который говорит о ситуации стабильности, взаимопонимание в коллективе, будь то коллеги, будь то руководство, либо, может быть, ваши заказчики, клиенты. Но для некоторых эта карта может указывать на ситуацию и желание начать собственное дело или пойти кому-то работать в частную компанию, то есть в семейный подряд, потому что вы там будете ощущать себя в более комфортной обстановке, то есть будут более для вас комфортные условия труда, и, безусловно, заработок. Но мы сейчас это будем прояснять, так ли это по факту. Итак, смотрим ситуацию для тех, кто у нас на текущем этапе не работает, по ряду причин работать не может. Падает у нас аркан здесь дьявол, созависимость, и в связке с 10 пентаклей карта на это и указывает, что действительно вы полностью финансово зависите от вашей семьи, от ваших близких, от их ресурсов. И опять же, возможно, от тех накоплений, которые были у вашей семьи или вы накопили сами. Поэтому дополнительных источников дохода здесь пока, к сожалению, не будет. Для тех же, кто у нас в статусе соискателя, как мы видим, здесь у нас ложится рыцарь мечей и 10 пентаклей, это принимать какие-то резкие решения. То есть, повторюсь, это либо желание, попытка реализоваться как индивидуальный предприниматель, что-то открывать свое, самозанятость, либо кому-то идти в найм, то есть предложение работы в частной компании. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то 10 пентаклей и звезда – это увеличение заработной платы. Будь то индексация согласно инфляции, либо действительно заслуженное вами увеличение оклада, премии, бонусы, может быть, проценты, в зависимости от того, на каких условиях вы работаете, то здесь, знаете, как вас ценят, вас замечают, и для вас это, безусловно, в плюс. Если же у вас свой собственный бизнес,
Опять же, аркан Солнца. Процветание, расширение вашего филиала, расширение ваших кадров, если у вас есть наемный персонал. Потому что здесь вкладываться и в количество работников, и в качество их работы. И действительно, по десятке пентаклей, поскольку это аркан у нас расширение вместе с Солнцем, это открытие новых, ну, для кого-то торговых точек, для кого-то там складов, филиалов. Если же это продажа через социальные сети и предоставление услуг, то привлечение новых помощников в вашу команду, которые будут продуктивно работать над увеличением вашей прибыли. Если смотреть финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится тройка пентаклей. Стабильный заработок, хороший заработок, более того, здесь активно работать над увеличением дохода, и это будет оправдано. Поэтому финансовая сторона вопроса вас вообще как бы здесь заботить не должна. Все идет своим чередом, своим путем. А вот вопросы здоровья, семерка жезлов. Здесь в весенний период нужно будет приложить максимум усилий для того, чтобы укрепить свой иммунитет от каких-то легких респираторных заболеваний, просто от ситуации, когда у кого-то идет адаптация, у кого-то к новому климату, у кого-то там к потеплению, да, потому что в зависимости от того, сколько вам лет, если у вас наличие хронических заболеваний, каждый для себя уже понимает и осознает, что ему нужно делать в весенний или, допустим, в осенний период, как готовиться к этому сезону. Поэтому, если таковые проблемы имеются, уделяйте максимум внимания своему состоянию и своему самочувствию. А вот личная жизнь, у нас здесь падает аркан Дурак. Как новый шанс, новая возможность, как Божье провидение. Ну, посмотрим, чем она ознаменуется для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас сейчас свободен, близнецы, что же вас ожидает в рамках этого месяца? Королева чаш. То есть для мужчины карта, которая указывает появление женщины, как правило, водной стихии, рак, скорпион или рыба, либо девушка с асцендентом в этом знаке. И знаете, как здесь проникнуться эмоционально, чувственно, то есть эмоции вас здесь захлестывают. Более того, это желание углубиться в это общение, в построении этих взаимоотношений, потому что через эту женщину будет раскрываться ваш потенциал. Для девушек, сейчас даже дотянем, что для вас здесь. Падает карта отшельника. Это может быть знакомство с каким-то заядлым таким холостяком, может быть убежденным, но тем не менее и вас, и его захлестнет волна эмоций. Это, знаете, как переоценка системы ценностей, это как новый взгляд на вещи, на взаимоотношения. Ну, могу сказать так, новый опыт, которого у вас не было ранее. Если же вы у нас состоите в любовных треугольниках, чем для вас ознаменуется данный аркан? Двойка мечей. Но ситуация не из простых, потому что, с одной стороны, вы закрываете глаза на все происходящее, пытаетесь от этого абстрагироваться и отойти. Но еще, помимо всего прочего, карта может указывать на новое увлечение, на новое знакомство, которое вас будет выводить из запутанных связей и, знаете, как вводить в стабильные отношения. Если же вы у нас в серьезных взаимоотношениях, длительных, то Дурак и туз жезлов. Во-первых, для тех, кто планирует, кто жаждет, кто хочет, вопросы зачатия, деторождения, для всех остальных это как переход ваших отношений на новый этап, на новый уровень. Еще, это знаете, как возродить искру в вашем союзе, потому что Дурак и туз жезлов это по-новому чувствовать партнера или партнершу, по-новому пробудить чувственность, сексуальность. То есть это больше, знаете, как активности по отношению друг к другу. Это возросший темперамент, желание друг друга удивлять, баловать, заботиться. Кстати, здесь могут быть какие-то внезапные поездки или путешествия, поэтому здесь все прекрасно. Что в плане совета и рекомендаций? У вас здесь ложится рыцарь жезлов. Карта, которая говорит о том, что огонь в вас будет просто полыхать. Много активности, много энергии, позитивных эмоций, переживаний. И всю эту энергию вы будете вкладывать в свое развитие, в новые начинания, в реализацию тех дел и задач, которые вы себе заранее прописывали. Кстати, удачное время для каких-либо поездок, особенно если вы планировали отпуск, просто там уикенд выходного дня, посетить какие-то новые места, чем-то эмоционально насладиться. То самое время, потому что эти такие легкие перемены вас обязательно порадуют. И посмотрим с вами неожиданность данного периода.
что здесь по факту? Кольцо, змея и сердце. Ну, я не могу сказать, что кто-то здесь перегреет змею на груди. Нет, здесь все-таки, знаете, как по сексуальной тяге, на страстях. У кого-то будет построение новых отношений, нового союза. Но, безусловно, не всех волнует личная жизнь, я это прекрасно понимаю. То в данном случае это на фоне мудрости, хитрости. Это, знаете, как поймать возможность или удачу, или ту помощь, которую вам оказывают, протягивают. То есть это создание новых договоров, новых контрактов с теми людьми, с которыми вам комфортно работать. Потому что здесь, ну, змея и сердце, это не то, чтобы, знаете, сердечный друг. Нет, здесь, безусловно, взаимный корыстный расчет, но, тем не менее, друг другу вы полезны и удобны в решении каких-то вопросов и задач. Поэтому для вас это плодотворный период, плодотворные союзы. Вот так, вот такой месяц, вот такие настроения вас ожидают. Ну а мы, конечно же, весь негатив, который, возможно, здесь присутствовал в раскладе, перекроем позитивом. Пусть в вашей жизни отыгрываются только благоприятные аспекты. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода давайте обратную связь, как для вас отыгрывается эта информация. Ну или, возможно, не отыгрывается, потому что, я понимаю, все вы индивидуальны, и у каждого резонируют расклады по-разному. Если необходимо, смотрите еще по асценденту. Я же вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.